Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Так много знающих, как жить, так мало счастливо живущих. А сегодня делаем из хаоса гармонию. Шью, а лоскутков меньше не становится. Перебираю ткани, где получаются, вырезаю квадраты 21 на 21 сантиметр, где могу 15 на 15. Из мелких кусочков стараюсь выкроить квадраты 10,5 на 10,5 сантиметров или прямоугольники. Потом складываем эти детали попарно, темную ткань со светлой. Делаем контрастное соединение и прошиваем эти заготовки. Сейчас на экране вы увидите схемы. Можете поставить на паузу и перерисовать. Конечно, это я уже показывала. Но каждый день приходят новые зрители, и пусть вся информация будет в одном ролике. Маленькие квадраты провели диагональ, прокладываем 2 шва на ширину лапки по обе стороны от диагонали. Прямоугольники – швы по намеченным гипотенузам внутренних треугольников. Квадраты 15 на 15 сантиметров, шов по периметру. Квадраты 21 на 21 сантиметр проведем 2 диагонали, швы по обе стороны обеих диагоналей. Все заготовки отшили, проутюжили, чтобы ткани лежали ровно. Отрежем лишние уголки и разрежем детали по диагоналям. Из маленьких заготовок получаются 2 детали. Из квадратов 15 на 15 сантиметров 4 заготовки. На самых больших заготовках делаем разрезы по диагоналям и еще по перпендикулярам каждую сторону. 8 деталей. Все проутюжим, и можно приступать к работе. Сами видите, ткани у меня были самые простые, остатки кроя и лоскутки, которые найдутся в каждом доме. Я знаю, многих останавливает мысль, люди боятся, что не смогут придумать красивый рисунок, просят схемы выкладки. А сегодня попробуем просто пофантазировать. Для начала рассортируем наши заготовки по цвету. Соберем отдельно стопочку с ярко выраженным контрастом между треугольниками в одном квадрате, темным, насыщенным и светлым. И отдельно соберем детали с тканями, в которых контраст не так ярко выражен. Меня всегда спрашивают, где я беру ткани для рукоделия. Где? В мешке. А этот мешок заказала в интернет-магазине 1 метр ткани. Предстоят праздники, заказала детям на подарки комплекты постельного белья. Хорошее качество, достойная упаковка, прекрасный подарок. А себе ткани. Что же еще может порадовать рукодельницу? Кстати, вы же помните одеяло из коричнево-синих полосок, которое я начала шить недавно? Мне немного не хватило ткани, пришлось дозаказывать. Хорошо, что на складе она еще была. Правда, только синяя. Коричневую уже разобрали. А это... Да, вы не ошиблись. Настоящая мешковина. Моя родственница делает такие замечательные сувениры, а в обычных магазинах мешковина метражом не продается. Кстати, для моих подписчиков
при заказе действует промокод Полина. Он дает скидку 5% на все товары. Немного раньше я шила такой блок. Попробуем его повторить. В нем раскладка 6 на 6 деталей. И в центре большой красный ромб. Из всей массы заготовок отберем те, в которых насыщенный красный сочетается с очень светлой тканью. Обратите внимание, в такой технике работы мы не используем чисто белый и чисто черные цвета. Они очень сильно будут выделяться из общей массы. Контур выложили. Теперь будем заполнять внутреннюю часть. Внутри хочу сделать синий цвет. Подбираем лоскутки с преобладанием синего. Выкладываем их в центр. Дальше потихоньку заполняем промежутки. Здесь творческий процесс. На уровне интуиции. Нравится, не нравится. Мысленно разделите нашу заготовку на 4 части. И от центра ведите к краям, так, чтобы вершинки темных треугольников были направлены к центру, но чтобы читались ромбы. Заполним края. Если плохо смотрится какой-то элемент или цвет сильно выбивается из общей гаммы, то можно его заменить. И еще, можно сделать фотографию собранного узора и посмотреть на него через черно-белый фильтр. Чтобы лучше смотрелось, можно и заменить элементы на другой цвет. Вот такой вариант нравится мне уже гораздо больше. Собирала узор на съемной столешнице. Ее можно сдвинуть и освободить место для швейной машинки и приступать к сборке лоскутного полотна. Сшивать будем вертикальными колонками. Сначала первые 2, потом 3-ю и 4-ю, 5-ю и 6-ю. Детали шьем гирляндой одну за другой. Нитки не обрываем, промежутки между деталями не делаем. Экономим нитки, время, нервы. Как можем, облегчаем работу. После того, как прошили все детали, расправляем заготовки. Их надо проутюжить. Но это хлопок. Швы можно расправить ногтем. Следите за направлением припусков. У нас 2 условия. Припуски должны быть заглажены на сторону темной ткани, чтобы они не просвечивали на светлой. И второе. В соседних деталях они должны быть направлены в разные стороны, чтобы в местах швов не было толстых соединений. Перед дальнейшей работой можно зацепить булавочками в местах швов, потому что детали могут перекрутиться. А после того, как соединили эти колонки, также пришьем и оставшиеся детали. Все полотно у нас прошито по вертикали. Остается только сделать горизонтальные швы и окончательно все закрепить. Получилась прекрасная яркая заготовка. Ее тщательно проутюжим, расправим и подтянем все швы, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. А теперь будем готовить сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная деталь. Обратную сторону и синтепон выкраиваем с запасом, немного больше. Тщательно сколем английскими булавочками для квилтинга все слои, начиная от центра и двигаясь к краям. Чем больше булавок будет, тем лучше. Стежку будем вести от центра. Потом прошиваем ромбы. Помним, что диагонали и косые срезы самые уязвимые. Строчку ведем простую, прямую, простой лапкой в шов. Работа с цветными лоскутками – это цветотерапия. Сейчас зима, лежит снег, да и живу я на Урале. У нас летом-то природа не очень радует яркими красками, а здесь такое яркое цветовое пятно. Душа радуется. Психологи разработали целую теорию о том, как цвет влияет на человека.
Известно, что в разном возрасте люди выбирают разные цвета. Совсем маленькие дети любят яркие, насыщенные, чистые цвета. Красный, желтый, зеленый, синий. Подростки уже начинают различать более нежные, розовый и голубой. А у взрослых людей восприятие цвета зависит уже и от пола, и возраста, и от темперамента, и цветотипа человека. Каждая женщина из всей массы нарядов интуитивно выбирает именно те, которые ей идут к лицу. И, как правило, все эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Я смотрела интервью со специалистом, который занимается реставрацией лоскутных одеял. Она сказала замечательную вещь, что самое сложное – это подобрать ткани на заплатке, чтобы заменить изношенные лоскутки. В таких случаях обязательно просят какую-нибудь вещь из гардероба. Она идеально подходит под цветовую палитру этого лоскутного одеяла. После того, как простегали полотно, надо его подровнять и обрезать лишнее. У меня получилась заготовка 50 на 50 сантиметров. С изнанки видно швы стежки. И вот смотрите заготовки, которые мы сделали раньше. Мастер-классы на их изготовление можно посмотреть в плейлисте «Треугольные фантазии». А можете поставить на паузу и внимательно рассмотреть тот рисунок, который больше понравился. Но все они собирались из одинаковых фрагментов, квадратов из двух треугольников. 7 заготовок отшито. Ура! Но мелкие детали еще остались. Работу с ними еще продолжу. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!